Приветствую всех на канале, подписчиков и гостей. Сегодня хотел бы вам показать интересную тему и полезную. Это движение по гребенке. Будем рассматривать на примере автомобиля, который я обозреваю. Это Havail H6 третьей генерации 2021 года выпуска. Топовая комплектация с полным приводом. Но также эта информация будет актуальна для большинства автомобилей. Если у вас автомобиль седан, легковой, либо же рамный внедорожник, условия, конечно же, могут немного отличаться, но основные принципы движения по гребенке будут более-менее одинаковые. Итак, что же такое гребенка? Гребенка — это дорога, которую, может быть, вы встречали, а может даже и не приходилось встречать. Это грунтовка типа стиральная доска. Ее еще называют шифер. С большим количеством мелких гребней, которые расположены поперек дороги. На них автомобиль вибрирует всем, чем только может. Бьет и передом, и задом, и трясется все, включая пассажиров. Такое впечатление, что вся ходовая вот-вот норовит разлететься на кусочки. Гребенка — это такое природное явление, которые образуются на сыпучих и глинистых почвах. Если более детально рассмотреть эту тему, в интернете есть много информации, каким образом гребенка влияет на поведение автомобиля. То есть, если вы едете медленно, то автомобиль сильно бьет. Если вы едете слишком быстро, то этот эффект как бы немножко нивелируется, но зато потом теряется управляемость. И на высокой скорости очень мало сцепления, и может случиться неприятность. Как бы не существует какого-то среднего темпа езды или же каких-то условий, при которых движение по гребенке может быть идеальным, кроме одного — это давление в шинах. Я сейчас сделал давление в шинах от обычных 2,4 спустил до 1,8. Таким образом, я для своего автомобиля попытался определить то значение, которое будет идеальным. Потому что если спустить колеса меньше, тогда есть риск разбортировать шину. Если держать больше, тогда будет, соответственно, колесо будет более дубовое, скажем так, и удары будут ощущаться сильнее. Давайте начнем движение. И на примере моего автомобиля посмотрим, как он преодолевает гребенку. Впервые я столкнулся с гребенкой достаточно давно на автомобиле Mazda 3. Порядка 25 километров нужно было проехать в одну сторону. И я вот так вот по дефолту на обычных колесах поехал. Конечно, было очень тяжело передвигаться. Первые ощущения были очень непонятные. Как же себя вести, ехать быстрее, медленнее, насколько это убьет подвеску. Понятно, что в таком режиме подвеска претерпевает сильные нагрузки, серьезные, амортизаторы и другие части. Потом позже, приехав уже сюда и на других автомобилях, так же само по умолчанию ездил на полностью накачанных колесах. А потом задумался, стоп, должна же быть какой-то вариант, при котором это облегчит движение. И таким образом, порывшись в интернете, я нашел способ, то есть как бы подспустить шины. Вот сейчас я двигаюсь медленно, и ощущение такое, что все потрясывает, как бы не сильно. Напомню, что у меня автомобиль, подвеска не рамная, а, скажем так, обычная, независимая сзади. Единственное, что есть полный привод, который в режиме распределения 90/10 работает в таком виде. Сейчас поднажму, и интересно будет посмотреть на примере, как мы будем видеть, надеюсь, другие автомобили, которые будут нам встречаться по дороге. Так, вот, то есть мы выяснили, что двигаться со скоростью 30 км в час или 20 представляется невыносимым. Сейчас 60, уже гораздо легче, конечно. Что касается моей машины, то идет уверенно, легко. Здесь
есть у меня в салоне несколько вещей, которые могут тарабанить, но это, к сожалению, дела житейские, от этого никуда не денешься. Вот смотрите, вот видим первый автомобиль Subaru, которому, видимо, тяжело ехать. Ну что, будем показывать, что мы его хотим обогнать. Субарик, пока! И он остался где-то далеко позади. Сейчас скорость 80. Автомобиль едет плавно. Ударов как таковых не чувствую. Надо посигналить, люди немножко. Вот навстречу едет автомобиль, тоже достаточно медленно, Suzuki. То есть ему тяжело, и водитель пытается сбросить скорость. Так, торможение, ну, терпимо, терпимо. Это я сейчас уже возвращаюсь, а на обратном пути я ехал, и только лишь один автомобиль, Volkswagen Passat, пытался немножко как-то за мной тягаться, но у него не получилось. Вот сейчас скорость 100 км в час. Абсолютно легко. Да, я понимаю, что где-то управляемость, наверное, может быть хуже, чем на асфальте. Вот видите, автомобиль вообще еле плетется, потому что ему тяжело. Ну вот, казалось бы, такие легкие, простые правила, да, спусти колеса до нужного значения на своем автомобиле, там, вымеряй. Конечно, все зависит от высоты резины, безусловно. У каждого эти параметры будут очень индивидуальны. Но я думаю, общие принципы одинаковы. И раньше я здесь ездил и мучился, то сейчас проезжаю, ну, достаточно неплохо, скажем так. Нельзя сказать, что супер комфортно. Но, конечно, радует возможности моего автомобиля при прохождении этих таких участков. Это что-то невероятное. Видите, навстречу тоже автомобиль едет медленно. BMW. Ну да, BMW, наверное, жесткая подвеска. BMW пятерочка, да, или троечка. Ну, еле плетется. На этом участке встречаются лужи, поэтому я тут сильно не могу набирать скорость. Volvo тоже еле едет. Еще одна Volvo. CR-V еле едет. Ну что же ты делаешь, дорогой друг? Вообще такие тупые иногда бывают.
автомобили вообще еле плетутся. Пожалуйста, Mitsubishi. Так, ну, ребята вообще красавцы. Вот, покажем им, как надо ездить. О, ну, тут, конечно, был неприятный удар. Есть пару моментов, которые доставляют неприятности. Ну, Мерседес, я думаю, хорошо поедет. Вот здесь вот, к сожалению, не получится ускориться из-за того, что много луж, поэтому приходится преодолевать медленно. Тут я знаю лайфхак, как объехать. Ну, сзади. Это у нас там. Интересно, как он будет ехать. Ну, конечно, дальше участок с большим количеством луж. Тут уже не получится сильно разогнаться. И придется преодолевать не спеша. В зеркале заднего вида все автомобили отстали, в общем. Эти мокрые участки, конечно, доставляют неудобства. Дело в том, что у меня здесь участок порядка 15-20 километров, наверное. Но бывают участки, людям приходится преодолевать и 150, и 200 километров подобных дорог. Ну вот, да, пример. Раз, обошел все просто стоячего. Вначале я подумал, что, наверное, не стоит, но потом стало очень интересно. А что если это хороший шанс показать вам такие кадры? Поехать туда и посмотреть, что такое Хавал. Так
что все для вас, мои дорогие друзья. Поэтому сейчас поедем.
И напоследок, когда уже попрощался, ехал, пришлось случайно преодолеть вот такое вот препятствие. Ну, сами видите, сколько здесь сантиметров, наверное, 50 где-то. И вот я спустился. Ничего не повредил. Вот такой вот хавальчик. В итоге я получил кучу песка в этих местах. Дело в том, что вот этот уплотнитель находится выше этого уплотнителя. Тем самым нет мест, где резинка бы прилегала к поверхности автомобиля и в случае с грязью или с песком приводила к царапинам или потертостям. То есть я на всякий случай еще после мойки проверю все эти моменты и доложу вам. Но если так пофантазировать, то скорее всего грязь и песок не будет являться причиной затирания краски в этих местах. Друзья, вот такой вот незамысловатый ролик вышел. Я думаю, что должен быть полезен тем, кто будет попадать в подобные ситуации. Я думаю, что помог вам, и вы, применив эту тактику, сможете легче преодолевать подобные препятствия. Также приглашаю вас присоединяться к числу моих подписчиков, комментировать, задавать вопросы, конечно же, ставить лайки или же другие символы. Всех обнимаю, пока. Мира, удачи вам, добра, всего самого лучшего.